Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу относительно свежую новинку от производителя «Автоистория» в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим советский полноприводный бортовой грузовой автомобиль ГАЗ-63. Эта модель вышла вслед за аналогом от Start Scale Models. У них была модель ГАЗ-63А, вариант с лебедкой, и эти модели появились в продаже в феврале месяца 2021 года. И «Автоистория» предложила на выбор два варианта окраски грузовых автомобилей. Первая модель в классическом темно-зеленом цвете, как раз сегодня мы ее и рассмотрим. И вторая масштабная копия вышла в песочном цвете, и автомобиль был в варианте грузового такси. И интересно то, что зеленый вариант раскупили еще на стадии предзаказа, а песочный вариант вполне спокойно сейчас можно найти в продаже по рекомендованной розничной цене. Видимо, цвет автомобиля тоже имеет решающее значение. И свою модель я приобрел по предзаказу вместе с сидельным тягачом ГАЗ-51П, обзор на который я делал недавно на своем канале, и также делал сравнительный видеообзор. Мы сравнивали две масштабные копии, одну от «Автоистория» и вторую от Deep Models. И сегодня я вам покажу только модель от «Автоистории», потому что у меня нету для сравнения аналогов в полноприводном варианте от Deep. И эта модель не намного хуже, чем вариант от SSM. Конечно, это другая модификация, но при желании из этого грузовика тоже можно сделать вариант с лебедкой. И здесь упаковка стандартного размера. О качестве упаковки я уже неоднократно говорил в своих видеороликах. Она здесь попросту никакая. Очень тонкий картон, он повреждается при малейшем прикосновении, также не держит форму. И как раз на моей модели получилась порванная упаковка. Видимо, или упаковка изначально такая была, или ее повредили при пересылке. Но я думаю, что изначально коробку порвали еще на стадии сборки автомобиля, потому что у этой модели также поврежден задний колесный диск. Я вам покажу эту деталь чуть позже. И как-то давно я вам показывал модель от Шуко. Это был грузовик Mercedes в почтовом исполнении. И вот там была действительно хорошая картонная упаковка. И картонка была где-то миллиметр в толщину. И как раз можно посмотреть наглядно, как делают продукцию немцы. Ну, конечно, модели сделаны в Китае, но под присмотром немецкого руководства. И на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя моделей. Машина разработана Madimio Engineering. Написано, что это игрушка, модель машины в масштабе для детей от 3 лет. Соответствует каким-то требованиям. Дата производства 7 месяц 2020 года. Срок годности не ограничен, и срок службы составляет 10 лет. Никогда не понимал, что означает эта надпись, но да ладно, посмотрим, что с этим автомобилем станет в 2030 году. Также есть артикул, где указан прототип Горький 63 и цвет темно-зеленый хаки. И насчет проблемы с этой моделью я писал магазину, и этот вопрос мы урегулировали, чтобы остались довольны две стороны. Поэтому впоследствии я отремонтирую колесный диск на этом автомобиле. А лично для меня упаковка не играет большой роли, потому что свои модели я все равно не продаю, как это делают многие другие коллекционеры. И если посмотреть на качество покраски и сборки этой масштабной копии, то здесь особых нареканий нет. Довольно красивый темно-зеленый защитный цвет. Возможно, он не столь характерен для грузовиков 51-го, 63-го семейства, но тем не менее он вполне соответствует советскому ГОСТу. У этой модели мне также понравилось, как проработан тент. Очень красивая фактура, и тент у этой модели съемный. Вы можете сделать как вариант с открытым, так и закрытым кузовом. И, конечно, один из недостатков – это непроработка внутренней расшивки бортов. Но, опять же, если вы модель храните с поднятым тентом, это не столь важно. И грузовик без тента тоже смотрится очень симпатично.
Кабина здесь изнутри сделана из черного неокрашенного пластика. При желании можно разобрать модель, сделать доработку самостоятельно. Здесь наклеены декали, имитирующие различные датчики, ручки, кнопочки. Присутствует зеркало с водительской стороны. Также установлены стеклоочистители из пластика, окрашенные серебристой краской, сквозные отверстия на решетке радиатора, сквозь них проглядывается черный радиатор охлаждения. Довольно хорошо сделана светотехника. Убрали характерные черные точки, которые присущи многим моделям из этого ценового сегмента. Также установили вполне симпатичные габаритные огни, но и как на модели ГАЗ-51П, которую я вам показывал чуть ранее, здесь габариты установлены не совсем аккуратно. У этого грузовичка короткий передний бампер без лебедки, и так как бампер является отдельной деталью, он приклеен в двух местах к раме, вы можете его демонтировать и сюда поставить другой бампер вместе с лебедкой. Я думаю, что через некоторое время появятся наборы для доработок, и как раз вы можете сделать один вариант, как был у Start-Scale Models. Уже говорил в предыдущих видеороликах, что мне очень нравятся покрышки на последних изделиях от Madimio Engineering, и, видимо, Кострома научилась делать резину. Здесь очень хорошая боковая стенка, прекрасно читается маркировка, также хорошо выражен протектор, и у этой модели вполне нормальные колесные диски. И, конечно, нужно посмотреть, будет ли эта резина со временем оплавлять подиум или пластиковый колесный диск. Ну, резина — это условно. Конечно, эти элементы сделаны из пластика, и в них добавлен размягчитель, который по прошествии времени вытекает и разъедает те материалы, с которыми он контактирует. Отдельные дверные ручки, эти детали установлены не очень аккуратно. Подножки здесь из пластика, они окрашены в массе, присутствует запасное колесо, окрасили выхлопную трубу, также добавили небольшие ящики в задней части кузова. Хорошо смотрятся фонари, еще один дополнительный фонарь с левой стороны. А вот катафоты здесь почему-то просто обозначили красной краской. Но это тоже небольшой прогресс, потому что на ранних моделях от автоистории катафоты просто были обозначены и окрашены вместе с кузовом. Я помню, дорабатывал модель ZIL 157 от Аиста, и точечки сам рисовал красной краской. Также присутствует сцепное устройство, правда, оно не функционально. При желании вы тоже можете сделать небольшую доработку, сделать эту деталь полностью рабочей. И у этого грузовика также довольно хорошо проработана ходовая часть. Есть раздаточная коробка, также есть коробка передач, задний мост, передний мост. И когда я делал видеообзор на грузовик от Start-Scale Models, мне сказали, что там не очень аккуратно приклеена передняя балка, и правое колесо немножко сдвинуто назад. Здесь точно такая же проблема. Видимо, крепежные точки здесь поставлены не совсем в правильных местах. И еще одно наблюдение, то что здесь на правом переднем колесном диске стоит другая ступица. И эта ступица от задней оси, и как раз вы можете посмотреть, что на заднем левом колесе отсутствует колпачок. И впоследствии вот это колесо я постараюсь аккуратно демонтировать, на его место поставлю переднее правое колесо, потому что это, по большому счету, задний колесный диск. Этот диск переставлю на переднюю сторону и сделаю крышечку как с водительской стороны. И тем самым я решу вот эту проблему, которая изначально присутствовала на этой масштабной копии. И давайте для сравнения я вам покажу, как выглядит сидельный тягач от Автоистории. На эту модель я уже делал детальный видеообзор. И как раз вы можете посмотреть, что у этих моделей одинаковый темно-зеленый защитный цвет. Он, на мой взгляд, обладает слишком большой глянцевостью, и
такие блестящие грузовики, во всяком случае в советское время, я не припомню, чтобы были, но тем не менее эти модели на полке смотрятся очень симпатично. И также давайте я вам покажу, как этот грузовик будет смотреться с прицепом 2PN2 от Deep Models, и такие прицепы вы тоже сейчас можете найти в свободной продаже. Получается довольно симпатичная сцепка, и фактура на прицепе от Deep точно такая же, как на модели от Автоистории. Я вам покажу два тента, и как раз вы наглядно можете видеть, что Кострома, скорее всего, подсмотрела, как делать тенты у производителя Deep Models. Ну и вот так смотрится сцепка без тента. И в наборе с прицепом от Deep также поставляются дуги. Вы можете их поставить и сделать их самостоятельно на модели от Автоистории. Вот такой замечательный грузовик, который я хотел вам показать в сегодняшнем видеообзоре. Пишите ваши комментарии. Если у вас грузовые автомобили 51-го, 63-го семейства от Костромы, в каком варианте исполнения приобрели масштабную копию вы в свою коллекцию, поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.